Всем бодрейшего утра, дня или вечера. Samsung A35, и мы его, как всегда, будем топить, потому что здесь есть защита от влаги. Ну что же, Full HD, 60 FPS, съемка, как говорится, с одной руки, и опускаемся в бассейн. Вот так вы сможете снимать благополучным образом на этот смартфон. Кстати, хочу отметить, он не отрубает съемку, пока под водой. И это даже очень удобно многим будет. Но снова это не устройство и девайсы для того, чтобы ты на них снимал. Каждый раз, когда я топлю, даже то, что имеет защиту от влаги, помните, что для того, чтобы снимать под водой, существуют GoPro, но уж точно не смартфоны. И все эти манипуляции на длительной дистанции могут выйти боком. То есть, если нечаянно смартфон утопили, это не критично. Но специально использовать его как подводную камеру однозначно нельзя. С другой стороны, главное, проверили сборку, проверили защиту от влаги, и вроде бы все хорошо. Смотрим. Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Samsung A35. Я его давным-давно купил, уже сравнивал с очень большим количеством смартфонов. Сейчас в ролике сравню еще с K11 Oppo, но уже вышел Oppo K12. С другой стороны, учитывая ценник, конкурентов у этого смартфона просто море. С другой стороны, у нас есть, допустим, Samsung K55, и по большому счету отличия в рамке процессоре и по минимуму в камерах. То есть смартфон с IP67 не боится влаги, снимает нереально классно. Разумеется, вы можете, вот эта вот основная фишка Samsung, переходить с основного модуля на фронтальный. Уже не каплевидный вырез, и вот обратите внимание, что подбородок не такой огромный. Хотя рамки после, допустим, представителей Китая кажутся какими-то дикими. Но это с одной стороны. С другой стороны, дизайн у устройств Samsung уже предполагает, что они безумно похожи, что флагманская серия, что на бюджетники. Во всяком случае, A35 с A55 очень сложно отличить, если они еще и в чехлах. Без чехлов даже форма рамки, пусть здесь она и пластик, а не металл, как у Samsung A55, это плюс-минус те же тапки, только в профиль. Играть в него возможно, что самое интересное. Реально в PUBG он держит 90 FPS. Довольно неплохая автономность. Отличная яркость экрана, 1500 люксов он выдает, притом в пике и притом свободно. Но какие у него подводные камни, разумеется, об этом вы узнаете в ролике. Здесь есть все: NFC, GPS, помимо этого стерео, вибро. Но не все так хорошо. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в стандартной для этой ценовой категории от Samsung белой коробке из плотного картона. Весит упаковка 310 граммов, на которой есть изображение смартфона, краткие характеристики и название модели. Упаковано все компактно. В комплекте мы имеем сам смартфон без защитной пленки, за что минус, фирменный кабель для зарядки с Type-C на Type-C и документацию. Блока питания и чехла в комплекте нет. Торцы смартфона по старинке обклеены с транспортировочной пленкой, но теперь она стала легче отклеиваться. Прорезиненный слот на 2 сим-карты или одну сим-карту и карту памяти до 1 терабайта. Габариты устройства 162 на 78 на 8,5 мм, а вместе с блоком камер 9,9 мм. Вес устройства 208 грамм. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это ежемесячно разыгрываю один смартфон. На данный момент это Poco X6 Pro. Условия для участия в розыгрыше его просты. Подписывайтесь на канал с колоколом, оставляйте любой комментарий больше 5 слов, осмысленный. В комментарии указывайте свою телегу, имя, или в описании канала указывайте своего. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. Начнем. Расцветок на выбор достаточно. Выбрать есть из чего. Дизайн смартфона привлекательный, выглядит он хорошо. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамки из пластика. Собран смарт неплохо, ко всему данная модель имеет стандарт водонепроницаемости IP67. Грани прямые, но область с кнопкой питания и качели регулировки громкости слегка выступает. Благодаря этому смартфон надежнее лежит в руке. ИК-порта и мини-джека не завезли, что неудивительно, учитывая защиту от влаги. Разъем USB Type-C OTG версии 2.0, к сожалению, но неудивительно. На корпусе также можно заметить микрофоны и стереодинамики. Звучание, разумеется, стерео, но с довольно большим перекосом на нижний динамик. Смартфон имеет поддержку Dolby Atmos, и в настройках можно персонализировать звучание под свои предпочтения. Эквалайзер есть. Вибромотор, кстати, тактильно приятный, силу вибрации настраивать можно,
за что плюс. Летим дальше. Смартфон оснащен дисплеем Super AMOLED на 6,6 дюйма с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Экран плоский, без закруглений и защитой Corning Gorilla Glass Victus Plus. Рамки громадные, подбородок в наличии. Плотность пикселей 390 ppi. По яркости экран выдает в пике 1500 люксов, что очень даже хорошо. Автоматическая яркость отрабатывает корректно. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, адаптивная, но, разумеется, не LTPO. Мультитач на борту, экран довольно быстро откликается на 10 касаний одновременно. Тест на частоту дискретизации касания показал средний результат. Полноценный AOD в наличии, но настроек для него мало. Но это с одной стороны. С другой стороны, Xiaomi учитесь, что даже в бюджетных вариантах нормальные AOD выставлять, а не а-ля умный AOD, как в Poco F6, вместо того, чтобы назвать его просто обрезанным. Шим поднимается до 70%, если измерять радексом. В случае с измерением прибором ТКА, то шим поднимается до 100%, что, конечно, очень плохой результат. И вы и так видите, как экран шумит на съемке, и это основной минус экрана. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, распознаванием лиц, которое срабатывает хорошо, и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает в целом неплохо, но, правда, с глюками. Завести можно несколько раз один и тот же отпечаток пальца, притом он будет все время хаотично у вас определяться. Плюс можно завести одно лицо, плюс свое же лицо, но в другом стиле. Летим дальше. К сожалению, здесь установлен процессор Samsung Exynos 1380 с 8 ядрами, максимальная частота у которого 2,4 ГГц, графический процессор Mali G68 MP5, оперативная память LPDDR4X на 6,8 ГБ, внутренняя память UFS 3.1 на выбор 128 и 256 ГБ, но по тестам он выдает плохой результат. Интерфейс One UI 6.1 на базе Android 14 версии, имеется поддержка Wi-Fi 6 версии, 5G сетей, 4G сетей со всеми бендами. Связь смартфон ловит хорошо, звучание во время разговора приемлемое. Датчик установлен виртуальный, работает он у меня всегда хорошо. Аудиокодеков на борту немного, что стандартно для Samsung. NFC поддерживается, можно устанавливать MirPay для бесконтактной оплаты. GPS-тест показывает точность в 1 метр. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке A35 выдал результат в 10 часов 16 минут, притом это на 60 Гц. А Work Performance 13310 баллов. Смартфон поддерживает быструю зарядку до 25 Вт, беспроводной реверсивной зарядки здесь нет. От 0 до сотки в среднем заряжается за 1 час 25 минут, иногда за 1,5 часа. За 40 минут заряжается он на 67%, за 1 час 10 минут на 92%. За 1 час просмотра видео на YouTube у меня уходит 6% заряда. За час в играх уходит в среднем 28-30% заряда, притом он сбрасывает яркость, но, кстати, не люто. Может быть, я и правда проведу с ним прожарку, напишите в комментариях, интересно или нет, как он будет сбрасывать яркость в онлайне. В целом яркость сбрасывает, но не в нули. Дико перегревается, все время ощущение, что он у тебя сгорит. Однозначно смарт не игровой, хотя тач отрабатывал тоже, кстати, в играх неплохо. Перейдем к тестам. В тротлинг-тесте смартфон выдал 222 гипса минимально, максимально 320 и в среднем 283 гипса на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench в сингл-коре 1014, в мультикоре 2971, в GPU OpenCL Score 3045. 3D Mark показал Wildlife 2813, Wildlife Stress Test 2814, Wildlife Extreme Stress Test 811, Wildlife Extreme 810, Slingshot Extreme 4651 и в Steel Nomad Lite 284. В Antutu выдал результат в 609 тысяч попугаев, Storage Test же показал скромные 39 980 баллов. Результат стресс-теста в Antutu вы можете наблюдать на экране. Далее, основной блок камер с тыльной части состоит из LED-вспышки и основного сенсора Samsung ISOCELL S5KG N8 на 50 мегапикселей с оптостабом, апертура 1.8 и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS, 1080p 60 FPS и ниже. Плюс есть сверхширик Galaxy Core GC08A3 на 8 мегапикселей с апертурой 2.2, цифровой стабилизацией, углом обзора уже в 128 градусов. Последний сенсор с тыльной части — это макро на 5 мегапикселей с апертурой 2.4, бесполезный фронтальный сенсор Samsung ISOCELL S5K3L6 на 13 мегапикселей, и он имеет апертуру 2.2. Цифровую стабилизацию, максимальное разрешение для съемки видео 4К 30 FPS, но вот 1080p 60 FPS нет, есть только 1080p 30 FPS. Короткие примеры и сравнения вы сейчас увидите. Ну что же, 4К 30 FPS на 35-й только что пришла последняя прошивка, я его перезагрузил. И после того, как я его перезагрузил, вот сейчас у меня какая-то беда с видео. Samsung. Вы видите, как голос от видео отличается? В общем, буду ждать минут 20, еще что-нибудь поделаю. Ну и фронталка 4К 30 FPS против 1080p 30 FPS у Oppo.
насколько вам нужна такая фронталка. Мне кажется, что процессор не вывозит. Хотя нет. Вроде бы даже ничего. Понятно, что с шумами. Всем, кому интересно, как снимают Samsung, они снимают плюс-минус одинаково. Что A55, что S24, что S24 Ultra, что S24 Plus, обзор на которые были у меня на канале, они снимали близко очень друг к другу. И прошу обратить внимание как раз на их съемку фронталок. Они тоже очень близки. Сравнение съемки, два девайса, и я вижу, что Oppo прям конкретно колбасит при съемке видео. Стабилизация нулевая при 4К 30 FPS. Это еще раз говорит нам о том, что хотя Samsung имеют огромные рамки, просто бешеное количество недостатков, подбородок, мертвые процессоры очень часто. Вот это вот ПО, которое у них, во всяком случае, для съемки. Ну и здесь, сравнивая 4К 30 FPS у Samsung и у Oppo 1080p 30 FPS, делайте выводы сами, но тут какие выводы делать? Нечего фронталки сравнивать, оповские, да? И чуть-чуть предметные съемки, 4К 30 FPS. Освещение не идеальное, но хорошее. То есть здесь студийное освещение, пусть и не супер мощное. Сейчас, кстати, я его меняю. И вот так вы сможете снимать всякие мелкие объекты на эти два смартфона. Вот в этих условиях, кстати, по большому счету лидера ты и не выявишь, только по работе со светом. А здесь мне больше нравится, кстати, как работает со светом у нас Oppo. Еще немного объектов и субъектов, да? Как видно, что у основного модуля разное фокусное расстояние, да? У линз. Ну вот так сможете снимать, допустим, живопись. Сейчас распродажа на Али, вы, наверное, уже после нее смотрите обзор, а может быть еще она идет. Выпустил ролик сейчас на Realme 12 5G, и сейчас съемка на Samsung A35. Так вот, в Realme я указал ценник, 13 900 он стоит сейчас на сайте, стоил 2 дня назад для вас. И магия в том, что человек мне пишет, где он так стоит, в интернете. А тем, кто не знает, где стоят какие-то смартфоны, да, в интернете есть много площадок, не обязательно Али, где можно покупать по скидкам. Обязательно покупайте там. И еще немного 4К 30 FPS. Вообще говорю, не особо я вижу разницу между Samsung'ами топовыми и не топовыми. То есть A35 снимает также неплохо по мне, по видео. И это логично, потому что 600 тысяч баллов Antutu, в принципе, у нас на Huawei 900. На самых последних по 130 штук, да? 4К 30 FPS. Напоминаю, что разное фокусное расстояние, как вы видите, у Samsung, поэтому кажется все ближе, а у Oppo все дальше. И напоминаю, что везде используется автофокус. Руками я никогда никому не помогаю, если помогаю, об этом говорю. И здесь со светом я бы сказал, что Oppo справляется на основной модуль лучше. Хотя у вас может быть абсолютно другой на это взгляд. Правда, интересно, почему он может быть другой, но это не важно. Вообще мне нравится, как основной модуль снимает у Oppo ночью. Хотя вот здесь, смотрите, можно поспорить, у кого лучшая история со светом. 4К 30 FPS, напоминаю. Вдалеке по-разному все. По работе со светом. Мне кажется, что Oppo лучше. Так, ультраширик у обоих для мебели. Почему? Чтобы поприсутствовать. С одной стороны, с другой стороны, смотрите, Oppo чего-то там где-то вдалеке даже пытается вытягивать. А почему для мебели, чтобы поприсутствовать? Потому что 60 FPS нет на 1080p. И я считаю, в этих случаях, как бы я не расписывал, что все более-менее. Посмотрите, кстати, как. Интересно, почему-то включился основной модуль у Oppo. Вот так я красиво сравнивал основной модуль у Oppo и у Samsung сравнивал ультраширик. Оба ультраширика печальные, у Oppo может быть шумов чуть-чуть больше, но все это, я считаю, ночью однозначно непотребно, да и днем не особо волшебно и фонтанно. Опять же, у вас может быть другой взгляд на это дело.
Но по мне ультраширики в таком качестве это такое себе. Ну и 1080p 30 fps, фронталка. Кто правильно передает цвет, я не знаю. Контраст. У Samsung контраст перекручен по цвету футболка однозначно. Но, во всяком случае, сейчас я это вижу на экране. Может быть, потом в постобработке я менее загорелый. Я вообще не загорелое лицо. Ну ладно. Вот красное лицо ближе у Oppo. Красное лицо. Ближе по цвету лицо Oppo. Цвет лица правильнее у Oppo. Вот. Ну что же, 1080p 60 fps. Съемка с двух рук. Как говорится, очень много раз я ходил по этой дороге с разными смартами. И в 4К 30 fps вы тоже здесь сейчас увидите. Просто поближе уже придем когда, потому что вы уже заметили, что 4К 30 fps по стабилизации, что ни один, что второй смартфон, разумеется, не вывозит на 100%, это раз, а два, еще и пропуск кадров у обоих. Просто у одного меньше, у другого больше. Опять же, может быть, вы это и не заметите. YouTube как-то при рендере сгладит, на что я очень надеюсь. Хотя обычно он еще дополнительно поедает качество. Так что вот так примерно вы сможете снимать с двух рук в 1080p 60 fps. И насколько это эффектно и эффективно, решать, как всегда, вам. По мне, съемка очень даже неплохая на основной модуль. Здесь 4К 30 fps против 1080p 30 fps. И да, облом в том, что ты когда снимаешь на Full HD 60 fps на основной модуль, ты не можешь переключиться на фронтальный модуль у Samsung, потому что у него нет 1080p 60 fps. Плюс-минус одинаковая ценовая категория, но сразу отмечаю, что фронталка у Oppo просто ни о чемная по сравнению с Samsung. И ночью, днем или еще когда-то сравнивать смысла ноль. То есть по фронталке Samsung по полной программе выигрывает. Если говорить про основные модули, вот посмотрите. Oppo и Samsung. Желание отпадает наглухо это дело сравнивать. Почему? Потому что здесь тоже по основным модулям, по мне, Oppo сливает по полной программе. Если говорить про ночные фотографии, то же самое. Берем Samsung и берем Oppo. И здесь вот в этой ситуации Samsung, кстати, проигрывает. Вот она, ночная фотография и сцена, в которой Samsung сливает по полной программе. Насколько удачно у него получился снимок? Ну, я считаю, что удачно. Никаких смазов откровенных я не вижу, только вот в этом куске, но это кусок со смазом из-за освещения. Это чисто его недостаток. И вот, пожалуйста, то есть два сценария использования на 100% выигрывает Samsung, один сценарий использования и он на 100% проигрывает. Мораль, наверное, сей басни такова, что вот у вас Samsung A35, почему-то в шумах, кстати, довольно приличных, на основной модуль. И Oppo здесь, по мне, выявить победителя сложно, но можно. Почему? По неоновой вывеске. Вот видите, как Samsung отработал? При том, что это, по идее, было для него просто, но поплыло. Скорее всего, стабилизация, мы его не оправдываем, мы просто принимаем то, как оно есть. И портретный снимок в Oppo K11 идеальные условия. И Samsung. Вы видите, что днем, по большому счету, да, цвета бледные, по рубашке ближе по цвету. Не Oppo, а Samsung. И даже здесь, я хотел сказать, фронталка ничего нет. По сравнению с Samsung она не ничего. Если брать, допустим, эпичные виды, одиноко стоящее здание K11 и Samsung. Что мы здесь выберем? Вот и так все эпично выглядит, с одной стороны. С другой стороны, напоминаю, скачивайте исходники. Если брать общую картину, общий план, ну, чуть-чуть мне кажется, Нет, я не буду даже говорить, что у кого-то цвета перекручены. Вот здесь перекручен контраст. Прям конкретно. Это Oppo. Я почему-то думал Samsung. Видите, забыл. Так что скачиваем исходники, делаем сами выводы. Вот смотрите, без сравнений выглядит все, очень круто. И можно долго говорить, что не особо сильно отличается А35 от А34, я соглашусь. И можно вспоминать про пластиковую рамку, которая выглядит внешне как металлическая рамка у А55. И, разумеется, процессор не лучше, что есть в этом смартфоне. Но снимает он хорошо. Хотя
в 30 FPS снимать такое себе. Вот сейчас для примера в 1080p сделаю. А вот съемка в 1080p 60 FPS, и ощущаете, какой уровень плавности. Намного плавнее съемка. И ну, даже рядом не дрожала она с тем, что он предлагает в 4К 30 FPS. Вот так сможете в X10 снимать. И все. Ну что же, 1080p 60 FPS, съемка в движении, днем, байк с одной руки, лучше так не делать, разумеется. Но если очень сильно хочется и вы решите, не знаю, на велосипеде так катаясь снимать, то качество будет примерно вот такое. Единственное, в тысячный раз напоминаю, что водить без средств защиты, в трезвом состоянии, с остаточными явлениями, и уж тем более, чтобы не было двух рук на руле, нельзя. Ну а если даже вас переклинит снимать, как у меня, ни в коем случае не смотрите в экран. Потом уже будете оценивать картинку, потому что за дорогой надо следить. И вот это уже 4К 30 FPS, а по поводу за дорогой следить, это всем хейтерам, да, у меня уже была история, когда я впаялся. Ну не пока снимал, 2 раза. У меня уже были маленькие аварии. Ну хорошо, что я ехал медленно, супер медленно, видите? 40-40. Поворотник надо отключить. Ну в целом, вот так сможете снимать на этот смарт аккуратненько. Еще 4К 30 FPS, перекресток. Никуда не двигаясь, сможете снимать так. И фронталки чуть-чуть. Не забываем, что можно делать фронталку со снова. Вот это 4К 30 FPS без сравнений. 15-секундную. Это фронталка 4К 30 FPS. Сравниваем все еще с ОПК 11, которого уже в принципе есть ОПК 12, но все равно. Ну и вот, ради интереса по поводу плавности. Вот она 4К 30 FPS, съемка во время спуска. И насколько она отличается от 1080p 60 FPS, по мне очень даже намного. Да, картинка четче, разрешение с одной стороны решает, с другой стороны стабилизация, но эти все 30 FPS это довольно специфическая штука, потому что уже лучше 60 стабильных, чем 30 при 4К. И повторяюсь, что основной минус данного смартфона, что вот как раз эти потребные 60К на фронталке отсутствуют. А скорее всего они это сделали специально, чтобы не было слишком жирно в данной модели по съемке. Хотя данная модель по съемке очень крутая, как минимум. И ну, я удивлен, потому что третью серию я никогда не покупал. Обычно я покупал максимум 5-ю. А теперь мне прям интересно, что они могут в А15 сделать. Минусы: скромный комплект поставки, поддержка зарядки всего на 25 Вт, космический шим, старенький разъем Type-C, нет АК-порта, нет мини-джека, большие рамки у экрана, наличие подбородка, пластиковый корпус, ну и вообще очень много всяких минусов за этот ценник с одной стороны. С другой стороны, снимает он и правда неплохо. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. На Али сейчас очередной ценопад, 2 распродажи в июне. Почему 2? Почему в июне? Потому что второй квартал, те, кто в бизнесе, понимают, что они и полугодие, и квартал закрывают, и продавцы, и вместе с ними компании, и вместе с ними Алиэкспресс. Поэтому они любыми способами и средствами убеждают нас с вами покупать. Что для нас, в принципе, неплохо, потому что ценники, ой, какие веселые. Обязательно посмотрите телегу скидок. Можете не подписываться, но чтобы быть в курсе цен, за которые вы можете приобретать девайсы, лучше посмотреть. Я плюс туда еще сторисы записываю с рекомендациями в конкретный день по распродаже. И резюмировать я бы хотел следующим образом. Poco X6 Pro, великолепный смартфон за свои 21 тысячу. Redmi Note 13 Pro Plus, великолепный смарт за 23. Когда-то вы можете поймать OnePlus 10T за 21 и сказать, что бегите, покупайте вот эту вот штуку. У меня язык не повернется. Я не знаю, какая должна быть распродажа, чтобы я мог сказать, что это стоит своих денег. Притом на 35-е они редко бывают, они бывают на 55-е эти сейлы. На 35-х их было пару раз.
вас и за те деньги, за которые они его пытаются продать, такое себе. Я не говорю, что это плохой смартфон, просто учитывая совокупность факторов и конкурентов, у вас здесь что? Шимный экран с безумным подбородком? Ну, хорошая операционка, неплохо снимает, но в те же деньги можно купить просто бешеное количество устройств, которые будут его ушатывать по полной программе. Может быть, кроме фронталки, ладно. И нет, система не лагает. 600 тысяч баллов в Antutu хватает, чтобы поиграть 30 минут практически во все игры. Не на максималках, разумеется. Обзор одним кадром возможно будет прожарка. Напишите, кому интересно. В целом, смартфон меня удовлетворил. Почему? Потому что по камере его реально сравнивать практически со всеми. Даже с флагманами. И я повторяю, что Samsung делает так, что его бюджетники, а это считается его бюджетником, хотя это совсем не бюджетник, а средний бюджет, они снимают на уровне очень-очень-очень хороших китайцев. Если говорить про остальные особенности, то что нет мини-джека, нет инфракрасника, но они такое ощущение, что выпилили все, оставили довольно неплохой аппарат в их понимании за свои деньги и сказали вам: беги покупай. Я это сказать не могу, но в резюмирую однозначно могу сказать, что если вы фанат этого бренда и вы хотите рассматривать этот смартфон для покупки как альтернативу А55, почему нет? То есть они очень близки. С другой стороны, если вы не против Китая, то у вас до такой степени открыто поле для покупок, что я не знаю, зачем брать этот смарт. Хотя он хорош, если не смотреть на цену. Девайсу от меня однозначно да, потому что вряд ли люди, которые будут заряжены покупать i35, будут смотреть мой обзор. А если вы его смотрите, я уже сказал, какие бы я вместо этого смартфона бы выбрал. Надеюсь, что вам обзор был интересен. Пишите, интересен ли обзор вам одним кадром на него на лайв-канале и интересен ли стрим, прожарка для этого смартфона. Напоминаю, что сейчас на Alisale и те цены, которые я вам озвучил, за какие я бы взял другие устройства, они реальные. Разумеется, это не какой-нибудь там Realme 12 за 14 штук, но вот в те же деньги девайса, они по мне однозначно лучше. Добра и удачи вам, дорогие друзья!